Друзья, всем привет, меня зовут Тихон, вы на моем канале, и сегодня мы приготовим один из самых популярных роллов и мой любимый ролл Филадельфия. Поговорим о том, как правильно варить рис, как подготовить ингредиенты. И, конечно же, первым делом напоминаю вам подписаться на мой инстаграм, чтобы первыми узнавать о выходе новых роликов и всякие интересные моменты в сторисах со съемок. Первое, с чего начинаются вкусные и хорошие роллы, это, конечно, правильно приготовленный рис. Я не считаю нужным гоняться в погоне за дорогим рисом специально для роллов. Я беру обычный круглозерновой рис «Кубань». Нам понадобится 500 грамм риса, 550 миллилитров воды, сахар 45-50 грамм, примерно 5 грамм соли и 50 миллилитров рисового уксуса. Если у вас нет рисового уксуса, можете взять яблочный, на крайний случай взять можете обычный. 3-4% уксусной кислоты должно быть в нем. 500 грамм риса, как я и говорил, я промыл под проточной водой один раз хорошенько, для того, чтобы основная такая масса, белая с него, мусора лишнего стекла. И этот рис мы перекладываем в кастрюлю и добавляем туда 550 миллилитров воды. Отправляю весь рис и вода. И включаю на максимальный нагрев. Этого количества риса будет достаточно для того, чтобы приготовить 6-8 хороших, сочных роллов. И первое, что нам нужно сделать, это на максимальной мощности довести наш рис до кипения, после чего мы закроем крышкой, переведем на минимальный огонь и 12 минут не будем трогать наш рис. Это очень важно. В этот момент мы сейчас не перемешиваем, не мешаем, просто дадим рису закипеть. Вода закипела, я накрываю кастрюлю крышкой и убавляю огонь на минимальный. Теперь очень важно выждать именно 12 минут, не открывая крышку, не подглядывая за нашим рисом, потому что сейчас там создается та самая атмосфера, при которой рис впитает в себя всю влагу, не останется ничего лишнего, при этом он будет не слишком рассыпчатый, не слишком клейким, не переваренным, как каша. Ждем. За это время подготовим заправку для нашего риса, потому что сейчас мы не добавляли туда ни соль, ни сахар, нам нужно сделать его вкусным. Как я и говорил, рисовый уксус, либо обычный 4%, добавляю туда сахар и соль. Вот так. И все это дело нам нужно хорошенько размешать, постараться, чтобы все максимально растворилось. Ну, если не растворится до конца, ничего страшного. Отставляем в сторонку. И пока варится наш рис, займемся подготовкой рыбы. У меня здесь два отличных куска форели, которую я уже разделал на стейки небольшие, то есть ширина примерно 4 пальца. Это оптимальная ширина для того, чтобы полностью покрывать наши роллы. Я убрал отсюда все реберные косточки. И теперь нам нужно снять наше филе с кожи и будем разделать его на пластинки. Когда работаете с рыбой, очень хорошо использовать какую-то тряпочку, чтобы рыба не скользила, не ездила. И теперь острым ножом под шкурку и отсоединяем филе. Вот так. И подрезаем эту серую часть. Отличный, красивый кусок рыбы. И то же самое проделываем со вторым куском. Беру тряпочку, кусок рыбы и снимаю его со шкурки. Отлично. Замечательные, хорошие, красные, жирненькие кусочки форели, которые готовы для того, чтобы стать тоненькими пластинками. Для работы с рыбой, для роллов, особенно для такой тонкой нарезки, ее лучше подморозить, буквально на полчасика закинуть в морозилку, тогда вам будет проще нарезать. Ну и, конечно, если у вас есть филейный нож специально для рыбы, то это хорошо. У меня обычный ножичек. Начинаем разделывать рыбу. Опять же, выкладываю нашу рыбу на салфетку и начинаю срезать с нее тоненькую пластиночку рыбы. Ну и пока мы занимались нашей рыбой, прошло ровно 12 минут, мы можем посмотреть на наш рис. Нагрев выключаю. Вот он, красавчик. И теперь перекладываем наш рис в другую миску. И если вы все сделали правильно, у вас останется чуть-чуть буквально нагара из риса. Это нормально, такой рис мы не снимаем и не добавляем в наши роллы. Ну и теперь остается заправить наш рис, дать ему тот самый вкус риса для роллов. Переливаем наш соус из сахара, соли и рисового уксуса. И снизу вверх
Аккуратно перемешиваем. Стараемся не превратить наш рис в кашу. Накрываем наш рис чистым полотенчиком и отставляем его остывать куда-нибудь на балкон, на холод. Это займет примерно 2 часа. Ну вот наш рис готов, он остывает. Рыбку мы подготовили, нарезали замечательными пластами. Пусть она теперь доходит ближе к комнатной температуре, потому что, как я и говорил, она была подмороженная. Ждем рис и переходим к сборке наших роллов Филадельфия. Рис остыл, рыба готова. Это значит, что мы наконец-то можем приступить к сборке наших роллов Филадельфия. Посмотрите, что нам потребуется из ингредиентов. В первую очередь это, конечно, листы нори. Они идут такими большими кусками. Если приглядеться, можно разглядеть отчетливо 6-7 полосочек. Нам потребуется ровно половинка одного листа на один ролл. То есть мы его разрезаем. Это можно сделать ножом. Также нам потребуется зеленый огурец, авокадо. По желанию. Можно использовать и то, можно использовать что-то одно. Конечно же, творожный сыр по типу Филадельфии. И мне очень нравится добавлять прослойку из икры Тобика. Она ярко выглядит на срезе и дает такой солоноватый привкус, когда ее раскусываешь. На данном этапе все просто. Нам нужно подготовить огурец, нарезать его тоненькой соломкой. При этом центральную часть с семечками мы не используем в этом ролле. И авокадо. Чистим, удаляем косточку и нарезаем на маленькую соломку. Срезаем жопки. И срезаем мякоть без семечек. И чистим авокадо. Разрезаем его напополам. И вынимаем косточку. Зачистим его от шкурки. Можно это сделать при помощи ложки. И нетрудно почистить ножом. Хорошее, спелое, маслянистое авокадо. И также нарезаем тоненькими пластиночками. Все ингредиенты подготовлены, и последний шаг, который отделяет нас от того, чтобы приготовить роллы, это циновка. Нам нужно замотать ее в пленку для более комфортной работы. Беру самую обычную пищевую пленку и выкладываю на нее циновку. Стараемся максимально выгнать лишний воздух. Двух раз будет более чем достаточно. Подворачиваем края, чтобы у нас ничего никуда не убегало. И наш коврик готов. Нам будет удобно сворачивать роллы. И еще одна маленькая хитрость. Для того, чтобы рис, когда вы будете скручивать роллы, не прилипал к циновке, я наношу капельку либо майонеза, либо растительного масла и растираю салфеткой по поверхности. Тогда рис никогда не прилипнет к циновке. Буквально капельку. Отлично. Начинаем собирать роллы. Берем половинку листа нори, укладываем ее ближе к дальнему краю от себя, шершавой стороной к нам. Смачиваем руки холодной водой, чтобы рис не прилипал. И берем примерно 100-120 грамм риса. И распределяем его по поверхности нори, так, чтобы он не заходил 2 сантиметра с верхнего края и выпирал на 2 сантиметра с нижнего. Если чувствуете, что рис начинает прилипать к рукам, просто еще раз смачивайте их водой. И при помощи циновки трамбуем нижний край. Вот так. И переворачиваем. Для хорошего ролла Филадельфия нам понадобится где-то 2 полоски сливочного сыра. Даже, наверное, 3. Укладываем огурец, несколько штучек авокадо. И, как я и говорил, мне нравится добавлять небольшое количество икры Тобика. Но это уже по желанию.
Беремся за край циновки, прижимаем начинку и закручиваем наш ролл. Немножко поджимаем начинку вместе с листом нори внутрь нашего ролла. И закручиваем его полностью. Ставим к краю и обязательно подбиваем бока. Вот такой ролл у нас с вами получается. Ну и для закрепления результата повторим еще пару раз. Нори. Смачиваем руки. 100-120 грамм риса. И распределяем по норе, не доходя 2 см до края сверху и выпирая на 2 см снизу. Немного утрамбовываем нижний край и переворачиваем. 3 хорошие полоски из сыра, огурец, авокадо и немного тобика. Придерживая за начинку, закручиваем и немного поджимаем. И закрываем наш ролл до конца. Поджимаем и трамбуем с каждой из сторон. Ну и теперь, когда наши заготовки для ролла Филадельфия собраны, они еще не стали роллами Филадельфия, потому что у них нет той самой замечательной красной рыбы. Накладываем ее сверху и еще раз подтягиваем наш ролл. Здесь ориентируйтесь исключительно на ту рыбу, которая у вас есть. Стараемся, чтобы все видимые края у нас были закрыты. Вот так. Ну и что? Красотулечки получаются. И, кстати, мы тут сейчас за камерой посчитали, средняя себестоимость такого ролла у нас обходится примерно в 120-130 рублей. Если это в кафешках бы стоило, ну, минимум 450-500. Давайте взвесим, чтобы посмотреть, какого веса один ролл у нас получился. 320 грамм. 309. Отличная такая порция получается. Ну что, осталось только порезать. Берем острый нож, смачиваем его холодной водой и покажу, что делать. Как я и говорил, нож обязательно смачиваем холодной водой и разрезаем наш ролл пополам. Не очень пополам у меня, конечно, вышло. И подрезаем немножко жопки. Для дома не обязательно, но для эстетического вида приятно. Еще раз пополам. Каждый раз хорошо смачиваем нож. Смочили нож и пополам. Ну что, друзья, вы сами видите, насколько невероятно эти роллы Филадельфия выглядят. Уже не терпится попробовать. И вся эта доска обошлась нам примерно в 520 рублей. И к тому же еще очень много продуктов осталось, поэтому если заморочиться, то дома можно поесть намного вкуснее, чем заказывать на доставках или ходить в рестораны. Дешевле, по крайней мере, точно. Давайте попробуем. И проверяем, насколько открывается рот. Ракета. Просто улетает куда-то в космос. Невероятно вкусно, нежно, сочно. Огромное количество сыра. Хрустит огурец. Авокадо маслянистый.
Красная рыбка. Невероятно вкусно. Ну вот так, друзья, мы с вами легко и просто научились готовить самый настоящий ролл Филадельфия. Друзья, пока мы готовили, у нас появилась еще одна крутая идея. Мы решили, что мы можем повторить меню какой-нибудь доставки роллов и суши. Поэтому пишите в комментариях, какую доставку по меню вы хотели бы разобрать. Мы разберем ее по всем ценовым сегментам, скажем, сколько эти роллы стоят по себестоимости, со всеми граммовками. Разберемся, покажем вам и повторим все меню. Ждем вашего мнения в комментариях. Пользуйтесь, оставляйте ваше мнение и комментарии внизу под видео, подписывайтесь на канал, на Инстаграм и до скорых встреч. Пока!